Сердечно приветствую всех на своем канале. Может быть, кому-то посчастливилось побывать в Африке, которая является единственным континентом, где еще существуют живущие на воле жирафы, и понаблюдать, как эти кроткие великаны грациозно галопируют по степи или срывают листья с вершин деревьев. В сегодняшнем видео мы с вами узнаем много интересного о таких удивительных и необычных животных, как жирафы. Начнем с того, что это самые высокие млекопитающие на Земле, высота которых достигает от 5,5 до 6 метров. Самцы жирафов могут достигать высоты более 6 метров и весить до 1,5 тонны. Несмотря на свой рост, жирафы в беге развивают скорость до 55 км в час и могут без труда обогнать скаковую лошадь. Но увидеть бегущего жирафа удается нечасто, потому что жираф привык передвигаться вальяжно. Излюбленным лакомством для жирафов являются листья акации, а также, как ни странно, жирафы любят есть лук в сыром виде. Хотя акация дерево достаточно колючее, жирафам с легкостью удается их избежать с помощью гибкого и длинного языка, который достигает 46 сантиметров. И поскольку жирафы кушают довольно-таки много, то в день жираф может съедать до 30 килограммов пищи и подолгу, до 20 часов в сутки. Пьют жирафы достаточно редко, но много, до 38 литров за один раз. Система кровообращения жирафов является чудом. Почему, подумаете вы? Потому что его 12-килограммовое сильное сердце качает 60 литров крови в минуту наверх по его длинной шее, а для этого требуется кровяное давление почти вдвое выше обычного. Но когда он опускает свою шею, кровеносные сосуды в его мозгу и в его глазах не лопаются. Как вы думаете, почему высокое давление не причиняет разрывов тех чувствительных сосудов или, по крайней мере, просачивания крови? Ответ, кажется, частично основывается на изумительной сети кровеносных сосудов, которая подходящим образом называется чудесной сетью. Кровь из шейных артерий достигает мозга, протекая через эту чудесную сеть. У жирафа имеются особые запирающие клапаны в большой шейной вене, прерывающие поток крови таким образом, что сохраняется давление в главной артерии, снабжающей мозг. Тем самым мозг предохраняется от внезапного прилива крови. Наблюдать за этими грациозными животными, как они склоняются при питье воды, приводит в восхищение. Для того, чтобы их голова могла достичь воды, им нужно сначала расставить свои передние ноги или согнуть их. Если в этом неудобном положении жираф чувствует опасность, он может быстро выпрямиться и поднять свою голову. Вследствие внезапного падения кровяного давления такое движение должно было бы вызвать головокружение. Но в течение менее 2 секунд жираф в состоянии ускакать галопом. Это объясняется феноменом регулирования прилива крови в голове жирафа. Другой феномен, который уже давно был загадкой для ученых, касается ног жирафа. Следовало бы предполагать, что кровяное давление в ногах поднимается так высоко, что из капилляра выступает жидкость. Но это очевидно не так. Жирафы не страдают от варикозно расширенных вен и отеков, набухания тканей. Почему не страдают, спросите вы? Ученые исследовали артерии и нашли, что идущая от сердца к ногам артерии увеличивается в диаметре и в толщине стенок. Это препятствует застою крови в сосудах и образованию варикозно расширенных вен в ногах жирафа. Кроме того, утолщенные стенки артерий и толстая мускулистая кожа на ногах жирафа содействуют тому, что он может переносить давление. Как раз таки строение кожи жирафа стало предметом интенсивного изучения специалистов НАСА в связи с разработками новых космических скафандров. Но на этом жирафы не перестают нас удивлять. Знаете ли вы, что хотя шея жирафа превышает 1,5 метра в длину, шейных позвонков у жирафа всего 7,
точно такое же количество, как у человека, а также других млекопитающих. Правда, шейные позвонки жирафа достигают 25 сантиметров, что и обуславливает длину его шеи. Также эти чудесные животные имеют некие опознавательные индивидуальные знаки на своем теле, это пятна, которые не повторяются, что очень похоже на отпечатки пальцев человека. На этом сегодня все, мои дорогие. Спасибо, что сегодня были со мной. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи!